Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Как исправить широкие трапециевидные ногти? Конечно, гель-лаком полностью картину не изменить, в этом поможет моделирование. Выполним красивое преображение, будет интересно. Поехали! Посмотрим на ногти моей модели, они трапециевидные. Свободный край намного шире, чем зона у кутикулы. Согласитесь, такие ногти не всегда будут красиво смотреться под гель-лаком, поэтому сегодня предлагаю выполнить моделирование ногтей. Постараемся сделать ногти более узкими и чтобы они красиво смотрелись. Начинаем со стандартной подготовки ногтевой пластины к моделированию. Приподнимаю кутикулу алмазной насадкой пламя. Сейчас я ее на этом этапе срезать не буду. Срежу уже после наращивания, потому что кутикула у модели тонкая. И большая вероятность при неосторожном движении пилкой ее поранить. Для ее типа кутикулы выбрала пламя с красным абразивом, потому что он больше подходит. Придаем форму свободному краю, полностью его убираем перед моделированием. Зашлифовываем поверхность ногтей для лучшей сцепки. Как правило, такие трапециевидные ногти зачастую растут вверх. Если оставить свободный край, то форма автоматически будет подниматься вверх, чего мне абсолютно не надо. Поэтому длину убираем в ноль. Конечно, если ваш клиент отказывается от моделирования и настаивает на натуральной длине, то мы можем их оставить, но при этом не прокрашивая немного по бокам и максимально раскрывая синусы и прокрашивая их. Тогда визуально ногтевая пластина будет казаться ровной. Конечно, лучше будет выполнить наращивание, смоделировать свободный край таким образом, чтобы скрыть широкую ногтевую пластину. Наносим подготовительные препараты, дегидратор, потому что руки у моей модели немного влажные, праймер Acid Free, то есть бескислотный. Праймер наношу не наслаивая, тонким слоем. Одной отжатой кисти мне хватает на несколько ногтей. Не забывайте, что излишки праймера могут приводить к отслойке материала. В качестве базы наношу пластичную липкую базу от Mistec. Тонким слоем без выравнивания. Отправляем в лампу на просушку на 1 минуту. Для моделирования буду использовать такие формы. Вырываю серединку, скручиваю, чтобы подставить к ноготку, подношу. И сейчас можно увидеть расстояние от точки роста до формы. Это говорит о том, что на такое же расстояние мне нужно вырезать формочку вглубь. Совсем немного, но благодаря этому она отлично станет под ногтевую пластину, не будет зазоров и ногти будут носиться хорошо. Если бы я не вырезала форму вглубь, то большая вероятность того, что в пустоты по боковым сторонам попадал бы гель, и со временем в этом месте произошел слом. Вырезаю насечки от точек роста для того, чтобы освободить боковые валики. Склеиваем форму, устанавливаем на ноготь. Важно, чтобы форма шла ровно, не смотрела сильно вниз, не была задрана вверх, а ровненько. Хорошо обклеиваем форму по пальчику, склеиваем нижние ушки. Полностью хорошо форму проклеиваем для того, чтобы смоделировать миндаль. Миндалевидная форма будет удачно смотреться на таких ручках. Ведь она визуально будет заужать ногтевую пластину. Устанавливаю формы сразу на несколько ногтей.
Если ваши формы плохо липнут, то лучше выполнять моделирование по одному ногтю. Для наращивания буду использовать молочный гель Milky Pink и полупрозрачный молочный. Плотным молочным выложу сначала подложку, а полупрозрачным буду устраивать архитектуру. Нам хочется фарфорового полупрозрачного эффекта, а не плотного, как в Milky Pink. Набираю небольшую каплю материала, ставлю только на бумажную форму, вытягиваем длину. Очень важно правильно подобрать длину вашему клиенту. Если он никогда не ходил с длинными ногтями, то такая длина, как сейчас выполняю я, критично, опасна. Клиент может куда-то врезаться и неплохо так сломать ноготь. Нужно объяснить, что с такой длиной нужно аккуратно обращаться. Но если ваш клиент имеет опыт ношения длинных ногтей, отлично с ними справляется, то вопросов нет. После того, как просушила материал, поджимаю подложку обратным пинцетом для того, чтобы также пластина стала более узкой. Поджатие, конечно, мы используем не всегда, а только в редких случаях при широкой ногтевой пластине, либо при трапециевидной. А так, если ногти у клиента нормальные, то поджатие не требуется. Отправляем лампу на просушку. Предупредите клиента, если он чувствует жжение, обязательно необходимо вытащить руку из лампы, дождаться, пока оно пройдет, и обратно поставить на окончательную полимеризацию. После того, как все просушили, могу снимать форму. У меня подложки средние по толщине, поэтому не боюсь, что они сломаются. Можно на этом этапе было выполнить опил, придать форму и потом выкладывать в технике без опила, но я решила оставить этот этап на потом. При моделировании буду работать в 2 капли. Первую ставим на середину ногтевой пластины, быстро растушевываем к середине натурального ногтя и перетягиваем к низу, таким образом заполняя среднюю часть ногтя. Просушиваем. И вторым этапом достраиваем зону у кутикулы. Почему нельзя было это сделать одним шариком? Во-первых, большой объем материала мог бы жечь клиенту очень сильно, нетерпимо. Во-вторых, вы могли не справиться с таким объемом материала, и он просто бы начал везде растекаться. В 2 этапа работать куда безопаснее. Переворачиваем руку, распределяем тонкой кистью материал, помогаем ему, для того, чтобы нам минимально опиливать, чтобы архитектура была правильной. И отправляем на просушку. Работаю по одному ногтю, чтобы гель не растекался. Через некоторое время ношения наращенных ногтей, их поджатия, большая вероятность того, что и натуральная ногтевая пластина будет расти более узкой. Наверняка вы замечали такой эффект даже после гель-лака, когда клиент ходит несколько лет с покрытием, ногтевая пластина заужается. Здесь возможен такой эффект, и это большой плюс для моей модели. После просушки материала, после выполнения архитектуры, поджимаю ноготь обратным пинцетом. При его отпускании он зажимает материал в точках вроста и свободный край. Выше точек вроста мы никогда не давим, потому что это может привести к боковому анихолизису. Ставим металлическую прищепку ушками вниз для фиксации арки, потому что недостаточно только пожать обратным пинцетом, нужно и зафиксировать ее. И вместе с прищепкой отправляем в лампу на досушку. Окончательная досушка материала 2 минуты. После этого снимаем липкий слой и приступаем к опилу. Сначала делаем при виде сверху форму миндаль, затем кладем палец на бок и опиливаем нижние параллели. В форме миндаль нижние параллели сначала идут ровно, а затем плавный подъем вверх.
Если сразу сделать резкий подъем от точки роста до свободного края, то большая вероятность того, что не будет ребер жесткости, а значит ноготь будет более хрупким. Длинными движениями сглаживаем поверхность. Поскольку материал был выложен вполне неплохо, то здесь остается совсем немного работы. Напоминаю, что кутикулу я еще не срезала, поэтому смело работаю пилкой в ее зоне. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробностей переходите по ссылке в описании. Попарно сравниваю длину ногтей между собой. Если вам так плохо видно, вы можете всегда воспользоваться циркулем, бумажка от формы, кто-то по апельсиновой палочке измеряет. Самое главное, чтобы длина ногтей была одинаковой. На средний можно сделать чуть длиннее, потому что он шире. Прохожусь по поверхности ногтей мягким бафом, сглаживаю ее, потому что нам предстоит выполнить небольшой дизайн, для которого нужна гладкая поверхность. И теперь время среза кутикулы. Поскольку после опила она опустилась, я приподнимаю ее апельсиновой палочкой, раскрывая карман и очень быстро, технично удаляю ножничками-твизерами. Они работают по принципу пинцета, очень удобны, в том числе для новичков. В нашей школе ученики работают с такими ножницами, и им очень нравится. Убираем тщательно пыль, обезжирим ногтевую пластину и приступаем к дизайну. Для этого нам понадобится несколько неоновых оттенков, салатовый и оранжевый, а также блестящий гель. Тонкой длинной кистью, которую использую для френча, выполняю линии. Сначала нарисовала все персиковые, затем чуть выше салатовые, а между ними прокладываю полоску из блесток. Таким образом, дизайн максимально простой, с ним справится каждый, но в динамике выглядит очень эффектно. Я рада, что моя модель нашла такой дизайн, показала его, и мы сделали. Перекрываем топом в средний слой, для того, чтобы не было неровности на поверхности от наших полосок. Получился как раз фарфоровый эффект, которого мы хотели, и нежнейший дизайн, несмотря на неоновые цвета. Посмотрим в торцы. Они тонкие, такими они должны быть, около 1 мм. Никаких ступенечек под ногтевой пластиной. Визуально даже рука вытянулась у моей модели. Посмотрите на это до и после. Результат нашего преображения. По-моему, получился просто вау-эффект. Что об этом думаете вы, обязательно пишите в комментариях. Но я желаю всем счастливо, успехов. Пока-пока. Почему я всегда желаю всем счастливо? Снова я напеваю, снова говорю пока. Все, Крида теперь? Пусть все бой.